Всем привет! Привет! Меня зовут Артем. А я Вован. И вы на канале Коптим вместе. Друзья мои, мы решили привнести новое направление, новую рубрику. Мы будем готовить разные настойки, дистилляты там и так далее, да? Ликерчики, наливочки, самогончик, ну и много-много всего вкусного. Да, потому что мы не так давно приобрели шикарный аппарат. И Самогон. Самогонный, да, как мы это приобретали, оставлю ссылочку, есть вверху в описании. Вот, вверху здесь оставлю ссылочку, и вы посмотрите, как все это происходило, эта покупка. Близится Новый год, и хотелось бы... Вообще, у тебя ассоциация... За окном зима, как бы, да? Да, да, и ассоциация Нового года у меня лично вот, с мандаринами, если честно. У тебя как? Точно. Вот. Вован мне говорит, давай, говорит, сделаем классную мандариновую настойку к Новому году. Чтобы вроде и выпил, и закусил сразу, Да. без закуски, как говорится. Для приготовления этой настойки по нашему рецепту нам потребуются следующие ингредиенты. Это спирт, естественно, Собственного производства. от естественно. Коптим вместе, разумеется. Так, здесь у нас цедра мандаринов уже сушеная. Мандаринов, не лимонов, да. Да. Фруктоза. Далее мы возьмем свежайшие мандаринчики. Ну, на ветке пару дней назад еще висели, Да. я думаю, да. А также вода. Ну и сопутствующие товары, да. Вот, поэтому не будем, друзья мои, болтать, и мы приступим к приготовлению. И вот на этом моменте поставьте на паузу и напишите, интересна ли вам будет такая новая рубрика. А мы начинаем. Итак, начинаем приготовление. Первым делом необходимо будет нарезать, сначала почистить, да, и нарезать мандарины. Я буду чистить, а ты резать для ускорения процесса. Давай, хорошо, договорились. Пока чистите мандарины, если есть время, цедру сразу с них тоже счистить. И в дальнейшем она пригодится для каких-нибудь еще настоечек. Да даже эту продублировать еще, да, увеличить. Ну, да, Так, да. Так, самое главное... Клади его вот так и режь на 3 части. На 3 части. Хорошо. Кстати, друзья, при чистке старайтесь как можно лучше убирать вот эту подкожную белую ерунду. Ну, наверное, какие-то соединительные ткани, да? Потому что она будет давать горечь. А нам это, сами знаете, не нужно. У меня уже прям аромат Нового года. Да. Это точно. На 3 литра, мы сегодня будем делать 3 литра настоечки, нам понадобится 9 мандаринов и цедра 3 мандаринов. Володь, весь рецепт тогда распишем в конце ролика. Так, Вован, ну я, в общем, все дорезал, на четвертинки, вижу, да. на четвертинки разделил. Теперь что мы дальше делаем? Теперь нам понадобится банка и весы. Отлично, все есть. Так, ну что ж, теперь нам нужно рассчитать полностью объем, поэтому нам нужно понять, сколько у нас сейчас вес мандаринов наших, да? Давай ставь банку на весы и высыпаем наши мандарины. Так, ну у нас получилось 1 килограмм 300 грамм. Да, отлично, так и сделаем. Кило 300. Да. Кило 300 у нас. Так, цедра. Цедру мы высыпаем просто в банку. И осталось нам высыпать фруктозу. Сюда, на эту банку, мы будем использовать 1 столовую ложку с горочкой. Ну, тут кто-то любит побольше, кто-то поменьше. Ну, если думаю, нам что так. зададут вопрос, да, в комментариях, да, сколько здесь грамм. 30 грамм получается. Да, здесь. плюс-минус где-то так, да. Фруктоза в банке, и пришло время перейти к следующему этапу. Для этого нам потребуется спирт и вода. Хочу вам рассказать одну важную деталь. В нашей банке находятся мандарины весом 1300 грамм. Хорош. Нам, соответственно, нужно смешать все пропорции грамотно. Да. Мы вычитаем 25%. Это будет сухой остаток. Сухой остаток, да. Итого, мы уже за кадром посчитали, у нас в банке 975 миллилитров мандаринового сока. Нам потребуется для приготовления нашей настойки 1 литр 400 миллилитров спирта 92 градуса. Да, все правильно. И мы возьмем 625 миллилитров
чистой питьевой воды. Сейчас мы смешаем спирт с водой в отдельной емкости, в отдельной банке. Дадим настояться 10-15 минут, чтобы у нас там все процессы... реакция прошла. И затем будем добавлять в банку. Ну, все это вы сейчас увидите. Да. Итак, прошло у нас 10 минут. 12. 12. О, блин, дотошный какой. Да. Спирт с водой перемешался уже, да? Да. Наливай. По 50, под 150. Я думаю, мандарины уже не нужны. Ладненько. Следующая задача наша просто перелить. Что-то пошло не так. В общем, получилась у нас такая маленькая оказия. Казус. Вот. Граммов на 375. Ладненько, объясню действительно, в чем у нас, в чем мы допустили ошибку. Мы не учли сухой остаток, который в банке. Нам следовало добавить на 325 миллилитров меньше. Ну, которые вот у нас они остались. Так придется выпить, мы не расстраиваемся. Да, поэтому, друзья, подробный рецепт я распишу в конце видео, сколько необходимо было добавить. Но снимаем такое видео впервые, новый для нас формат, поэтому строго, пожалуйста, не судите. Теперь высокие технологии дальше в ход идут. Да, мы будем под вакуумной крышкой настаивать наш напиток. Без лишних, так сказать, газов. Откачивай. Держи, я беру. Воздух стравили. Теперь нам следует убрать в темное прохладное место, да? Или... Ну нет, в комнатную температуру. 20-22 градуса будет нормально. Но самое главное в темное место. Да. Сколько у нас будет настаиваться? Вообще ее нужно настаивать 7 дней. Ну а там, если вы, конечно, 3 недели будете настаивать, я думаю, хуже не будет. Но под вакуумной крышкой желательно не меньше 5 дней. Сколько мы будем настаивать? Мы будем настаивать ее 7 дней. Хорошо. Потом включимся, да, и покажем, что делать дальше. Да, единственное, у меня будет к тебе просьба. Раз в пару дней нужно будет сделать вот так. Все, ладненько, встретимся через 7 дней. Итак, дорогие друзья, прошло у нас, к сожалению, я уже даже не помню начало ролика, там не 2 недели. 3 недели прошло. Я уже с бородой стою. Да, совсем так и было. На самом деле, начало ролика мы снимали реально в октябре, в начале месяца. Хотели снять этот ролик к Новому году, мандариновую настоечку, да, как вы уже поняли из названия ролика. Было дело. Вот. Ну и так получилось, что мы с Иваном заболели оба. Болезнью поганой, вот лежали вместе в больнице даже, на разных койках, вот так прям в одной палате. В противоположных углах. Да. Мы проболели, реально вот восстанавливались полгода. А потом оставшиеся там почти полгода не могли никак взяться снять эту настойку. Какие-то другие мероприятия. Да, другая работа, другие задачи. Да, поэтому наша баночка под вакуумом простояла без привлечения 10 месяцев. Мы снимаем в августе. Да. Вот, все по чесноку, друзья мои. Но я вам скажу, что мне не терпится попробовать что-то. Понюхать. Да. Хоть спирт остался. Кстати, да, он весь в мандаринах в этих. Сейчас посмотрим. Короче, что мы будем дальше делать, Вов? В общем, ну что мы дальше берем, открываем. Ну, предоставляю право первым. А тут даже не надо, Вов, тут уже понятно все. Пока ты дождешься. Бля, предоставил сам себе право. Класс. Мне кажется, тут спирта не осталось. Правда? Что-то градусов 20, я думаю. Да нет, ну реально, ну 35, Так, да, значит, Вов? смотри, что мы сейчас делаем. У нас тут есть советский аппарат, он же пресс. Какую-то приблуду Вован припер, блин, где он Сейчас нашел? мы через нее все отожмем, чтобы по максимуму нам наши спиртные соки забрать. Знаете, самое главное, у меня вот сейчас самая ответственная миссия — держать банку. Да. Ой, какой аромат, ребята, здесь стоит. Вы Ну да, кстати, да, аромат просто офигенный. А теперь у нас будет
как Адриано Челентано завещал. Но мы ногами не будем. Ты гля, приблуда. Это как средневековое орудие Мне пыток это очень какое-то. напоминает пепелацию с кинзадзы. Слушай, ты тут 2 литра это точно есть, Вован. Подожди. 2 литра ты тут вообще. Сейчас мы еще пока крутится. Будем Ай, тихо, Вова! в глаз прям. Специально целился. А, тихо, подожди, глаз щипит. Я думаю, достаточно. Чудо-аппарат. Вот, ребят, видите? Нано 2000, да. Глянь, что придумал. Да это не я придумал, это на меня уже придумано. Что дальше-то делать? Что, вставляем и, в общем, 2 ватных диска, закрутили крышечку, фильтр А там еще диски. выливаем. Ну и, в общем, стой, жди, пока она теперь вот этой тоненькой До вечера да, тут. процедится. Ну. Ну а что делать? В общем, отфильтровали, но Долго, что-то, наверное, час целый там фильтровалось. ну, осадок садится, все тяжело идет. Это дело не быстрое, как бы. Да. В принципе, у нас все готово. Сейчас на недельку поставим ее. До второго. Да. А осадочек еще уйдет. Потом через шланчик перельем и будем дегустировать. В прошлый раз мы тоже рассчитывали через недельку. Ну, Мы не значит, увидимся через полгода. Мы накачиваем это в холодильник, убираем или просто в теплое место, ну, в комнатную температуру. Я бы уже и в холодильник поставил, чтобы он через недельку уже холодненький. Давай так и была. сделаем. Давай ставим в холодильник. Ставим. Пусть остужается. Охлаждается, да. Короче, ребят, в общем, вот такое вот у нас Ну да. получилось. Мы ждем еще Начало, неделю. У да. вас буквально один момент. Ну, ребят, у нас прошло вместо недели 10 недель. Да. Если Сегодня честно. какой уже? Ну, Сегодня ноябрь, в общем, уже. Уже конец ноября практически, Конец да. ноября, да. Вот. Это наше первое видео, да, с... Долгоиграющее, уже со- больше года. Это Да, кстати, вот смотрите, друзья, какой у нас натюрморт, мы тут подготовились да, к дегустации. закусочку приготовили. Слушай, ну прям по-новогоднему, да? Да, скажу сразу, мы разливали сейчас ее за кадром, переливали. конечно, да. Какой аромат, это Да, просто... аромат сумасшедший, и осадок был прям хороший. Осталось понять, как... Ой, я потрясающий. Начисляй Потрясающий. все это дело по рюмочкам. Мне кажется, что вот этот тост, нашу дегустацию, да, слушай, надо сказать, друзья мои, с наступающим. Потому что, ну реально, принципе, ну да. да, потому что, Да. наверное, ролик выйдет уже прям ближе Мы тут пока еще, конечно, без новогоднего убранства. атрибутики, да. Но все равно в дальнейшем-то она появится. Да, ну почему с наступающим? Потому что настойка готовилась к Новому году, ну, правда, к тому, но неважно. Вот. Но самое Кто же не главное... говорил, в каком. Да, да. Ну что, пробуй, ну цвет зашибись, просто крутейший. Это ароматика классная. Ладно, быть Поехали. настойком. Ее не надо запивать. Ее не надо запивать. А вот смотри, какая в конце горчинка пошла. Ну После такая же. чуть-чуть такая. Вкус, в общем, такой кисло-сладкий был. Да, мандариновый. Да, мандариновый. прям кисло-сладкий. Она А горчинка от цедры, как да? ликер, вот прям Получается. ликерный вкус, да? От цедры. А вот сейчас прям такая горчинка идет. Вот, ребятки, вы приготовьте такую настойку. Селедочку под шубой, да? Картошечку вареную, да Я елки-палки. думаю, мы ее с тобой не будем сейчас выпивать, допивать. Мы Нет, её давай поставим. мы уберем. Да. Слушай, либо там на Новый год мы с тобой откроем, либо Да. посмотрим. Ну, просто Посмотрим. уберем. У нас еще там в холодильничке есть. Ну, круто. Вот. Друзья, обязательно делайте. Вот я прям рекомендую, кайфовый вкус. Да. Ну, единственное, наверное, ее вот на двоих пузыречек больше не выпьешь, наверное. Она все-таки это не просто самогон, что-то Ну, тем не менее. Ну, вкус. Кстати, вот спиртозность мы не замерили в конце. Но я думаю, где-то градусов 39. Да, ты ее сейчас особо и не знаешь. Ну, как ты думаешь? Примерно. Может, даже чуть поменьше, может, 35. Спасибо Наш всем, первый, кто да. дождался этого Ну выпуска. как, дождались-то все, это у нас тут больше года прошло, а у вас тут всего-то несколько десятков минут, даже не то что десятков, а чуть больше 10 минут. Да, грубо от силы, говоря. да. Видите, первый блин у нас комом. Нифига себе, Нет, комом. нет, Отличный блин нет, у нас. Нет, но я в плане того, что, видишь, там и то, что на год растянулось, там, и Вообще, вот Артем, эти я вот там... тебе скажу, чем дольше напиток готовится, тем он получается вкуснее. Вов, меня разволокло уже.
Ну, Вот, что теперь вот мне делать? 20 капель под язык и сразу можно в пляс поволокло. Ребятки, ну, в общем, оцените, я думаю, наше старание, да. Наше первое, это не последняя точка. Это отправная точка, Да, да? это старт. В общем, если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте любые вопросы. И давайте дружить вкусно и очень вкусно. Если кто-то знает еще какой-то рецепт мандариновой настойки, скиньте в комментарии. Вдруг мы тоже захотим попробовать, правильно? И по вашему рецепту да, прям и по вашему приготовим. рецепту, может, даже скажем, что это вот именно ваш рецепт. По-любому, Почему нет? конечно. Да? Или в группу ВКонтакте Да. пишите. Лучше в комментариях. Нет, и в комментариях, и группа ВКонтакте. Поддержите нас, кстати, ребят, на Яндекс.Дзене. Вот. Также у нас есть группа в Телеграме, где мы общаемся. Мы есть везде. Да, ссылки будут где, Вов? Внизу, вот там. Вот. Ну ты же прям показывал вообще где-то далеко. В общем, прям под этим видео. Да. Разберетесь, не маленький уже, не Ну первый все, раз. с наступающим Всем пока, Новым годом, давайте, увидимся. Надеюсь, в этом году еще. Да. Да. Ну, пошли. Пока.